Здравствуйте, мои дорогие! Мы начинаем наш необыкновенный, глубокий коучинг. И его задача этого проекта сделать с вами нечто прекрасное, вывести вас из глубокого внутреннего конфликта. И мне сейчас хочется поговорить с вами, создать эту преамбулу нашего коучинга, чтобы вы могли прямо видеть нашу работу в объеме. Мы делаем проект «Гармоничные отношения» уже 4 года. Собираем группу, и на 2 месяца, 9 занятий мы очень не спеша, глубоко погружаем и погружаемся в свое внутреннее пространство. Почему же мы это с вами делаем и какой эффект во внешнем мире мы с вами получаем? Мы его ждем, и мы его хотим получить и получаем. Когда мы исцеляем наши отношения, например, с мамой, этому посвящено наше сегодняшнее занятие. Отношения с мамой – это любовь, в первую очередь, это любовь к себе. Вы, исцелив отношения с мамой, а от мамы мы в первую очередь ждем, что она будет нас любить, у нас внутри начинает течь этот поток. Мы можем его чувствовать, мы можем в нем присутствовать. И эта любовь мамина, я бы назвала ее благословением. Нам нужна разного вкуса любовь, нам нужны разные благословения от мамы. И когда это происходит в нашей жизни, мы начинаем чувствовать себя любимицами. Если здесь будут в группе мужчины, они будут чувствовать себя любимцами, любимчиками, везунчиками. Мне всегда везет. Весь материальный мир, который нас окружает, для нашей психики, она проецирует на него маму. То есть весь материальный мир – это мама. Еда – это мама, дом, безопасность, деньги, здоровье, наше тело, наши отношения с другими людьми, отношения с Родиной, со страной, с Землей, с планетой – это все проекция отношений с мамой. И когда мы переживаем этот невероятный опыт, что мама меня любит, наша психика, она как будто бы, то есть мы открываем этот талант, мы открываем эту способность получать мамину любовь, то куда бы мы ни направляли свое внимание, что бы нам в мире не нужно было, наша психика проецирует на этот материальный мир вот эти исцеленные отношения с мамой. И мы чувствуем, как за нас делают, с нами случаются. В нужный момент приходят нужные люди, приходят деньги. Если мы где-то задерживаемся по каким-то причинам, поезд или самолет задерживается, мы попадаем в такое пространство синхронистичности. Без волшебства, без магии. Но это выглядит совершенно как магия. Это выглядит совершенно как какое-то невероятное чудо. Как здорово жить в мире, который о вас заботится, который вас любит, который вас благословляет. Поставьте мне в чатике единичку, если у вас есть хотя бы крохотное представление о том, как это прекрасно. У каждой из вас или у каждого из вас этот опыт гарантированно есть хотя бы однажды. Когда нам везло, когда
Мы попадали в какое-то состояние, что легко. Недавно мы с девочками вспоминали истории про школьные экзамены, и одна девочка говорит: я выучила всего один по математике, всего один билет. И я пришла сдавать математику, и я вытащила этот билет, и я знала по нему все настолько много, что преподаватель захотела поспрашивать меня по каким-то другим билетам. Она говорит: о боже, какие глубокие знания. И я говорю преподавателю, эта девочка рассказывает: я, может быть, не смогу так хорошо ответить на все другие вопросы. Я, говорит, выучила только один билет. И преподаватель хохотала. Она говорит: такого не может быть. Со мной такого никогда не бывало. Нет, вы просто скромничаете. И она получила 5. Преподаватель говорит: я ставлю тебе 5 и поспрашиваю. И девочка говорит: ты знаете, она расспрашивала меня все то, что было возле этого билета. И я поэтому тоже это знала. И она сказала: нет, ты просто скромничаешь. Мы с вами миллион раз были в этой ситуации. Итак, отношения с мамой – это здоровье, это красота, долголетие, это отношения, это сексуальность, это умение нравиться, это когда тебе помогают, когда тебе дарят подарки. И я сейчас говорю просто о мире, когда мир вам помогает, и мир дарит вам подарки. Когда ты любишь сама себя, когда мир любит тебя, когда у тебя хорошие отношения, когда у тебя есть деньги, те, которые называются, мы называем эти деньги, на жизнь хватает или изобилие. То есть на все, на что мне нужно деньги, у меня есть и еще немножечко остается. И если мне нужно чуть больше, денег будет больше. Если мне нужно еще больше, денег будет еще больше. Все понимают, о чем я говорю? Все время есть такое ощущение, что надо не транжирить деньги, потому что мама это не женское, это не про то, чтобы транжирить. Женское про то, что все надо. И вот на все, что мне надо, денежки всегда есть. А надо мне, много сумочек, а надо мне вкусный тортик, а надо мне машинку, а надо мне отпуск. Вот это про маму. И мы с вами на сегодняшней встрече найдем этот ключик, который позволяет потоку любви от мамы к нам течь. И что тогда произойдет? Во-первых, произойдет самое страшное. Вы отстанете от своих родных мам. Вы перестанете этой бедной несчастной женщине, которая живет на улице Герцена 5, квартира 6, предъявлять претензии, ждать от нее любви, обижаться, что она вас любит меньше, чем вашу сестру или брата, ожидать, что она признает вас самой лучшей девочкой в мире. Это просто перестанет для вас быть актуальной темой, потому что вы все это получите от мироздания. Маленький ребенок, то есть нас в этот мир привело мироздание, можно называть божественной мамой, привело через врата, через эту женщину. Оно сделало что-то невероятное. Оно соединило вашего отца, вашу мать. Оно уговорило, что ребенок нужен. Мироздание помогло выносить, помогло вам родиться. И когда вы пришли в этот мир, оно дало маме силы выкормить вас, носить на ручках. Те, у кого есть дети, вы знаете, что это невероятное состояние,
когда сил как будто бы вообще нету и не будет никогда, но откуда-то они берутся. И потом, когда заканчивается вот этот первый период, самый такой сложный, 2, 3, 4 года, и еще позже, когда вы начинаете смотреть на молодых мам, и вы понимаете, божечки, я так не могу. Вот я бы сейчас так не смогла. Правда? Я так точно. Я смотрю на молодых мам, на маленьких этих малышей, которые вечно подбегают, просятся на ручки, и думаю, божечки, божечки, как же это все тяжело, как же хорошо, что мои детки уже выросли. У нас с вами каждую неделю будет новая тема, и каждую неделю у нас с вами будет домашнее задание. И мы с вами будем на сессии проходить, открывать этот ключ, а потом мы будем всю неделю делать домашние задания друг с другом, в парах, в группах, поодиночке. И вы будете проходить трансформацию, и вы будете в чате рассказывать о своих инсайтах, а они будут огромные. Второе занятие у нас с вами будет про отношения с папой. Это про отношения с мужчинами. И это про власть. И это про большие деньги. И это про успешный успех, над которым сегодня принято посмеиваться. Я, вы знаете, отношусь к старой школе, где к успешному успеху относятся с очень большим вниманием, уважением. То есть я очень центрирована на этот успех. Отец – это отношения с мужчинами, отношения с сыном. Это творчество ваше, когда вам нужно что-то, когда вы что-то сотворяете и хотите, чтобы мир это взял. Если мама – это здоровое тело, то папа – это способность восстановить тело, когда вы заболели. Папа – это про упорство, про умение себя заставить, про умение говорить «нет». Если мама – это про умение говорить «да», то папа – это про умение говорить «нет», держать границы, стоять на своем, добиваться своего лидерства. И в следующий понедельник мы с вами откроем и эту дверь, и погрузимся в эту трансформацию, и начнем с удивлением обнаруживать, вау, какие невероятные открытия случаются с вами, со мной и с вами, когда мы исцеляем отношения с отцом. Но нам этого мало. Мы с вами пазлы огромной родовой системы. Мы на 50% мама, на 50% папа, на 25% мы бабушка по материнской линии, на 25% мы дедушка по отцовской линии, на 12,5% мы наша прабабушка. И мы никого с вами не можем исключить из нашего рода, даже если мы никого не знаем. Они умерли, мы вообще с ними не знакомы, но это все не повод, оно все равно есть внутри меня, оно живет в моем ДНК. И когда мы с вами открываем эту сладость контакта с родовой системой, и в нас начинает наливаться сила нашего рода, мы перестаем навсегда ощущать себя одинокими. Мы чувствуем, физически ощущаем поддержку. И так устроена наша психика, что когда мы эту поддержку берем, она будет проецировать на весь мир вашу родовую систему. И вы будете встречать прадедушку по материнской линии. Понятно, что вы будете встречать человека, который будет вдруг к вам очень добр.
И он сам не может понять причину, почему он очень заботится о вас. Поставьте мне двоечки, если вы знаете таких людей. Знаете, приходит молодая сотрудница в компанию, и пожилой шеф вдруг начинает ее протежировать. Он в нее не влюблен, он от нее ничего не хочет, ему не нужно с ней секс, он не собирается на ней жениться, он не знает, как она работает, он просто ей протежирует. Вот у таких девочек или таких мальчиков, у этих людей хорошие отношения с предками. И их психика проецирует на этого человека, что ты такой большой начальник, я к тебе очень хорошо отношусь. Ведь мы с предками именно в таких отношениях и находимся. Я маленькая, тут мои папа и мама. Над ними большие бабушка и дедушка, над ними очень большие прабабушка и прадедушка. Когда мы приходим в какую-то компанию работать, мы точно так же смотрим на иерархическую модель компании. Это мой линейный руководитель, это его босс, то есть это бабушка, дедушка, а это биг босс, прабабушка и прадедушка. Вы никогда не думали об этом, но это то, что вы будете потом, слушая меня, узнавать, как ваша психика все это проецирует. И когда у вас хорошие отношения с предками, у вас будут прекрасные отношения с инвесторами, прекрасные отношения с людьми власти. То есть все, кто иерархически находится выше, чем вы. Эти люди будут вам как минимум не мешать или добры к вам, и как максимум они будут вас протежировать. Но разве мы здесь остановимся? Нет. Мы с вами заглянем в отношения с нашими братьями и сестрами, сиблингами, и с нашими друзьями детства. И вдруг вы обнаружите, что у каждого из вас есть куча нерешенных вопросов здесь, в реальной жизни. Например, отношения с братьями и сестрами – это проекция отношений с партнерами по бизнесу, с мужьями и женами. И исцелить эти отношения, исцелив отношения со своими братьями и сестрами и со своими друзьями детства, вы увидите, как изменятся ваши отношения с реальными партнерами, с деловыми партнерами и с партнерами по личной жизни. И вы увидите, что у вас изменится портрет или характер отношений с вашими друзьями. Или в вашу жизнь придут новые друзья, что чаще всего и происходит, или изменятся ваши отношения с уже существующими друзьями. Другими словами, мы с вами замахнемся на ваше окружение. И, может быть, вы сейчас готовы поставить троечки, кто сегодня уже чувствует дефицит в общении, что не хватает качественного окружения, людей, с которыми было бы интересно, с людьми, которыми было бы наполняюще, чтобы эти люди развивали вас, чтобы это не было перемалывание костей там, подружкам, соседкам, или вы приходите и все одно и то же уже 10 лет, или вы встречаетесь с этими людьми, и они вам жалуются, рассказывают, как все плохо, и вы им рассказываете, как все плохо. Нет, это не то общение, которое, не та дружба, которая помогает жить. Мы с вами покажем, мы с вами увидим, исцелим, трансформируем, и во внешнем мире наша психика начнет менять эту конфигурацию. Вы найдете себе новых друзей, вы встретите их, может быть, даже на коучинге, как показывает практика. Здесь, на коучинге, мы обретаем, не только вы, я тоже обретаю здесь новых друзей, людей, с которыми потом дружу, общаюсь. Это я еще не делаю с вами домашние задания.
А если вы там побудете с кем-то в домашнем задании 3-4 раза, побудете его мамой, а она побудет вашей мамой, вы потом с этим человеком будете чувствовать себя такое глубокое родство. Но мы на этом тоже не остановимся. Мы заглянем и исцелим отношения с партнерами. Мы увидим, как много проекций мы вешаем на нашего партнера, реального или потенциального. И вы увидите, что у многих из вас до сих пор, может быть, нету отношений, потому что вы навешали на эти отношения такой огромный список требований, которые вообще в отношениях не решаются. Или у вас есть отношения, вы ими не удовлетворены, и вам кажется, что это просто что-то ужасное, или вы там сильно страдаете, но вы открываете, что вы страдали, потому что не могли получить от отношений от партнерских отношений то, что в них вообще не заложено. Но мы и здесь не остановимся. Мы еще поработаем с детьми. И тут вас ждет просто, знаете, во-первых, вы уже будете готовы к этому разговору. Вы слышали 1000 раз, что дети – это наши учителя. И тут вы увидите, что конкретно они вас, чему они учат. И мы их не просто исцелим отношения с детьми. Вот знаете, эти отношения, их невозможно исцелить, потому что сами отношения являются лекарством. Вы просто поймете, как принимать это лекарство, как понимать ваших детей, почему вас так триггерят ваши любимые дети, почему вы их так любите, когда они спят, и как только они открывают глаза, вас сразу начинают потряхивать. Или вы так любите своего ребенка ровно 15 минут, и на 20-й минуте вас вдруг перекрывает какое-то раздражением или напряжением, или усталостью. Вы увидите эту причину. Мы не будем ее исцелять, потому что дети – это лекарство, но вы научитесь принимать это лекарство. Именно это. И мы с вами пойдем дальше. У нас будет занятие, где мы увидим, что у нас есть отношения с мирозданием. Я специально выбрала такое нейтральное слово, чтобы вы в него могли поместить всю ту полноту и глубину своих отношений с миром. И вы увидите, в какую игру вы играете с миром, какие ваши отношения, и вы увидите, как вы их строите, и захотите их поменять, и сможете их изменить. И это будет проще, чем вы думаете. Нам для этого просто нужно время. То есть каждое следующее занятие, оно базируется на том, что мы проработали уже на предыдущих занятиях. Невозможно исцелить отношения с папой, если вы не поняли, как построены отношения с мамой. Это просто невозможно, потому что отношения с папой, они проекция отношений с мамой. Мама дает нам папу, она нам рассказывает, какой наш папа. У нас нет своего представления об отце, у нас есть то представление, которое было у нашей мамы, которое она хотела нам вложить. И нам нужно понять, что же она такое хотела нам сказать, и как нам построить эти отношения без фильтра, который одела мама. Фильтр может быть розовый, может быть черный, но это фильтр, это нереальные отношения. И вот каждый раз мы будем с вами уходить в следующие отношения, опираясь на то, что мы уже исцелили, на то, что мы уже изучили. Поэтому делать домашние задания и приходить на занятия – это гарантия того, что на 5-м и 6-м занятии вы сможете очень легко поработать, исцелить отношения с мирозданием. А у нас будет занятие, где мы будем работать с целями, с нашими целями. Там нечего исцелять, вы просто увидите, что такое ваша цель, как психика видит вашу цель. Это не про то, что вам нужен самокат, самолет, автомобиль или новая квартира. Вы увидите, что на самом деле стоит за вашим желанием получить что-то
прийти куда-то или вашим нежеланием туда идти. И вы сможете увидеть, в чем ваша истинная цель. Когда вы ее увидите, ощутите, осознаете, вы в ту же секунду. То есть это прямо произойдет в процессе самой сессии. Вы почувствуете: о, Боже мой, у меня уже столько сил, у меня столько энергии. Вау, я так хорошо себя чувствую. И на эту базовую цель вы потом будете проверять все другие цели. Мне нужна новая машина. И вы так проверяете. Не нужна. Дело не в машине. Так, мне нужно поехать отдыхать. О, нет, это точно не сюда. Мне нужна новая квартира. Тоже не то. Мне нужно, не знаю, полечиться. О, точно, мне нужно полечиться. И вы ставите себе такую цель. И последнее занятие – это будет отношение с самим собой. Не то, чтобы вы познакомитесь с собой, вы с собой будете знакомиться все эти 2 месяца. Вы будете видеть каждое занятие, что вы гораздо лучше, чем вы о себе думали. Но насколько вы прекрасны, вы увидите на этом последнем занятии. Вы увидите, какое вы замечательное существо, какая вы прекрасная женщина или великолепный мужчина. Вы влюбитесь в себя. Мы говорим вообще-то слово «не любитесь», а «примите себя». Но буду максималисткой. Вы влюбитесь в себя. Потому что невозможно не любить. Это живое, искреннее, настоящее, любящее начало, эту энергию жизни, которую вы в себе распознаете. И если коучинг по раскрытию сексуальности – это всегда про отношения с собой, потому что сексуальность – это всегда я о себе. Сколько во мне жизни, насколько я могу позволить выпустить эту жизнь в себя, впустить ее в себя, то коучинг про гармоничные отношения – это всегда я и другие. И это, конечно, меня очень вдохновляет. Я очень сильно про отношения с миром. Я в этом очень хорошо понимаю, интересуюсь, умею договариваться. И я буду учить вас этим отношениям, где вы начнете наслаждаться, понимать, наслаждаться и понимать, как это невероятно красиво. Ну что, поехали? Отлично. Если вы готовы мне довериться, ставьте, пишите мне «да» и начинаем. У каждой из вас есть своя особая привычка, когда вам приносят еду, кто-то из вас сначала съедает самое вкусное, а потом съедает все остальное. Кто-то из вас оставляет вкусненькое на потом, а кто-то ест это вкусненькое маленькими кусочками. И сейчас мы с вами будем вкушать тему отношений 3 способами сразу. Мы начнем с отношений с мамой. Это самое вкусное, это основа основ, это база, это квинтэссенция. 95% наших травм находится в отношениях с мамой. Получается 5% в отношениях с папой. Но даже эти 5% в отношениях с папой, в них все равно присутствует мама. Или мама вас не защитила, или мама вам
не объяснила, или мамы было там слишком много, или слишком мало, или она не то место заняла в отношениях с отцом. Короче, все в этой жизни, все подарки, которые у вас есть от жизни, и все травмы, они все присутствуют в отношениях с мамой. Поэтому начинаем наслаждаться. Итак, давайте думать. Это не мистический разговор, который у нас с вами будет. Это разговор, когда мы с вами будем осознавать. То есть вы будете все это уже знать, просто никогда так не думали или не думали в этом направлении, или не соединяли эту информацию в одно целое. Давайте мы с вами вспомним, что однажды, когда забилось наше сердце, и у нас появилось сознание, мы осознали себя маленькой, сладенькой, миленькой, замечательной кем-то, потому что мы могли быть и мальчиком, или девочкой, маленьким существом, и вокруг нас был прекрасный мир. Этот мир был такой же материальный, как и мы. Этот мир нас питал, кормил. Мы спали, мы бесчинствовали, мы просили у этого мира, чтобы он исполнил нашу просьбу и дал нам магния, цинка, больше водички. И мир слушал и давал нам. Этот мир любил нас, разговаривал, он был изобильным. Мы жили в этом мире в бесконечном раю и в бесконечном блаженстве. Этот мир нас травмировал иногда. Иногда этот мир нам что-то не давал. Каких-нибудь кальция или калия. Иногда этот мир был уставший, и мы себя плохо чувствовали. Иногда этот мир хотел нас убить, и мы замирали и боялись, что нас обнаружат, или что, если нас уже обнаружили, мы боялись, что мы беспомощными и ничего не можем сделать, что сейчас произойдет нечто с нами ужасное, и мы с этим никак не сможем справиться, она нас убьет. Мир нас убьет. Этот мир был для нас всем. Это был нашим домом, нашей спальней. Этот мир с нами разговаривал. Мы слышали, как этот мир поет для нас. И поскольку мы с вами были девочками, а в нашей группе мы здесь все девочки, это случайно, эта группа не женская, просто такая у меня целевая аудитория. Но поскольку мы женщины, то рассказ мой будет просто немножко короче. Мы трогали своими крохотным тельцем, крохотными ручками, мы прикасались к этому миру, и этот мир состоял из тех же клеток, и эти клетки были такие же, как клетки нашего тела. И мы чувствовали, что мы продолжение этого мира. Поскольку мы девочки, у нас хромосомы были XX, такие же, как у мамы, XX. Мы состоим полностью, наше тело состоит из тела клеток мамы. И до сих пор, будучи взрослыми людьми, наше тело полностью состоит из клеток, которые дала нам мама. Здесь вот нам понятно, что наше тело – это полностью мама. Да или нет? Напишите мне, да или нет. Все клетки нашего тела, они детки этих клеток, внучки этих клеток. И из хороших новостей
Если вы еще не в курсе, то когда ваша мама была в животике у ее мамы, то ваша маленькая мама, у нее уже были яичники, и там уже были яйцеклетки. То есть вы появились еще в животике у своей бабушки. Поэтому у вас такая огромная связь с мамой вашей мамы. Со мной разговаривает буквально пару человек. Я хочу, чтобы все написали «да» или «нет». Спасибо. И когда мы прикасались к телу нашей мамы, мы получали опыт контакта и с бабушкой, и с прабабушкой, и с пра-пра-пра-пра-пра, потому что в теле мамы был тоже опыт этого контакта, и у бабушки был опыт этого контакта. И мы, женское начало представляет собой вот эту матрешку, у которой 7 тел. И мы с вами очень глубоко связаны с мамой, с бабушкой, то есть с мамами мам. Это так называется. Вся наша сексуальность, она пробудилась в нас, когда мы проходили через мамины родовые пути. В нас впрыснули 100% дофамина. Мы испытывали невероятное блаженство и боль одновременно. Мы терлись, мы двигались о мамины пути. Мы совершали фрикции, такие, которые будем потом совершать в сексе. Мы переживали невероятное блаженство и боль. И потом с нами произошла эякуляция. Мы вышли из тела мамы. Мы навсегда запомнили ее запах. Это был наш первый импринт и у мужчин, и у женщин. Мы еще ничего не видели. Мы очень плохо еще, то есть мы слышали, но очень странно слышали, но запах нашей мамы – это будет всегда запах нашего секса. Когда мы будем чуять этот запах, мы будем возбуждаться. И так будет и с женщинами, и с мужчинами. И когда мужчина реагирует на женщину, и его тянет к ней как магнитом, это на женщину среагировала его первая сигнальная система – запах. И вот мама, которая была для нас целым миром, она была от момента рождения до момента нашей смерти. Мы, как младенец в животе, умерли и родились заново, как некое новое существо, которое дышит легкими. В животике у мамы мы не дышали легкими. И вот мы сделали первый вдох. Наши легкие были обожжены кислородом, и нам стало больно, и мы заплакали. И дальше с нами происходили миллионы всевозможных событий. Кого-то мама взяла на ручки и накормила, кого-то погладила, кого-то положили в кюветик, кто-то лежал возле мамы, а мама спала, кого-то отнесли в комнату, где плакали другие малыши. Мы пережили очень много разных опытов. И все эти опыты, они нас с вами сформировали. Приглашаю вас стать спонсором моего YouTube-канала. Вы получаете доступ к библиотеке уникальных мастер-классов, практик, медитаций,
теории, которой нету больше нигде и ни у кого. Это будет только для вас. Подключайтесь, смотрите, там море пользы и море очень эксклюзивного, интересного контента. И вы, как ребенок, вот сейчас послушайте меня очень внимательно. Вы, как ребенок, всегда имеете доступ к маминой любви. Это канал, который существует у вас только потому, что вы были зачаты и рождены женщиной. Если вас мама физически не любила, никогда на руках не держала, она отдала вас в первую же секунду в дом малютки или отдала на руки вашей бабушке, и больше из ее сердца никогда в вашу сторону не лилась ни капля любви, или она умерла при родах. Все, что вам нужно, вы все равно получили и продолжаете получать. Первое, что вы получили, опыт всей вашей жизни, потому что потом, когда мы с вами родились в этом мире, мы будем этот опыт проживать второй раз. То есть все, что мы пережили в перинатальном периоде. Второе, и, наверное, самое важное для нашей с вами встречи, что источник любви существует в вас всегда, независимо от маминого желания. Она может вас не любить как человек. У нее могут не быть сил для любви. Она может быть очень глубоко травмированная, как человек. Тут вам понятно, что я вам говорю? Она может быть глубочайшим эгоистом. Она может быть нарциссом, который не способен испытывать эмпатию к другим людям. Но это ничего не значит. Канал, который находится в вас, связан с ней только фактом, что она вас родила. Этот канал ваш, и всегда в вас течет энергия жизни. 100% из 100 любви в вашем доступе. Она никак на него не влияет. Это такие важные мысли, которые вам нужно осознавать, что природа, она не могла себе позволить такую роскошь, чтобы следующее поколение зависело от того, любит самочка малыша или не любит. Оно вложило в малыша вот этот канал энергии жизни просто через эту женщину и через этого мужчину. Если мы говорим о млекопитающих. Это существует в вас в полном объеме. Сейчас мне нужно ваше «понимаю» или «охренеть», или «блин, какой ужас», или «какой кошмар», или «я не согласна». Мне нужна ваша обратная связь. А это сейчас очень важный момент. Сейчас произошел важный момент. Радостные новости. Пока вы пишете, я добавлю сюда перца в этот рассказ. Когда вы чувствуете, что вам не хватает маминой любви, вам не хватает ее, я делаю что-то ужасное, но мне хочется, чтобы мне было и видно вас, и хочется читать. Думала, что моя мать, моей маме характер влияет на мою самолюбовь. Понимаю, пытаюсь устаканить в голове. Это здорово, понимаю. Итак, пункт номер 1. Любовь, энергия жизни, которая принадлежит вам, она не зависит от того, любит вас мама или не любит. Она ваша по факту вашего рождения. Вам не надо ее заслуживать, вам не нужно ее покупать.
Она, как человек, может испытывать к вам хорошие чувства, плохие. Она, как человек, может от вас что-то требовать. Ну, сделай это. Она может иметь над вами власть. Власть, ну, дать вам конфету или не дать. Купить вам что-то или не купить. Во внешнем мире она имеет власть. Но в случае в детстве она имела эту власть. Но она не имеет власти над потоком любви. А теперь давайте разберем эту тему. А мы думаем, что все наоборот. Маленький ребенок потому и впадает в страдания, что он боится, что потока любви не будет. Он боится, что мама меня не будет любить, если я скажу то-то и то-то. Если я вот так проявлюсь и так поступлю, моя мама не будет меня любить. А если она не будет меня любить, я умру. Потому что это не та любовь, которую, о Боже, я тебя люблю, ты мой зайчик. Это источник. Если этот источник отключится, думает ребенок, я погиб. Если источник отключится, вы реально погибли. Но фиг вам. Источник не отключается, но мы перекрываем этот источник, потому что говорим себе, моя мама не обращает на меня, моя мама была холодная, дистантная, моя мама, не знаю, там любила папу, а не меня, или она любила там старшего брата, или младшего брата, или младшую сестру, или моя мама не любила никого. Мы, видя, как ведет себя мама, говорим, раз она себя так вела, значит, я какая-то плохая и недостойная, значит, мне нельзя быть любимой. И мы закрываем поток любви сами у себя. Это наше решение. Вот где ключ в этом вопросе. Ключ в отношениях с мамой в том, что любви у вас море, поток любви ваш, но вы с детства думали, что этот поток работает только, если вы хорошо себя ведете. Если вы удобная маме, если вы нравитесь маме, если вы удовлетворяете ее потребностям и так далее. Я согласна, что во внешнем мире вы могли получить огромное количество конфет всех мастей. Если вы хорошо себя вели, вы там любили маму, вы говорили маме хорошие слова, приносили из школы хорошие оценки, она была к вам благосклонна и как человек, хорошо к вам проявлялась. Здесь это работает, а вот поток любви все равно не зависит от нее. Если бы поток любви отключался, когда мама не любит, то все 100% брошенные дети должны были быть умершими. Но мы же с вами знаем другую историю, то есть не только про Абрамовича, мы знаем миллионы историй про людей, про детей, которых бросали мамы, и их выкармливала улица, и они оставались живы и становились живыми, успешными и прекрасными. То есть источник никуда не девается. Мама умерла, пришла мачеха, она не любит эту девочку. У нее, например, есть своя дочка, как в русских сказках, но девочка вырастает прекрасной, покладистой, замечательной, красивой. И, как вы знаете, в сказках выходит за прекрасного жениха. От чего зависит поток жизни? Ни от чего не зависит. Он тебе просто дан по праву рождения. Все, что ты хочешь получить от жизни, все тебе дано по праву рождения. Единственный, кто не берет это ты. У тебя есть мысль, что у тебя этого нету, и поэтому ты это не берешь. У тебя есть мысль, что у меня этого не может быть, потому что моя мама была такая-то, и мы не берем. Если... Так, мне надо
Ага, уже кто-то меня понимает. Давайте замешивать наше тесто очень... как взять? Мы об этом наша сессия. Сессия только об этом. Вы что, серьезно? Вы о чем-то другом, может быть? Мы с вами находимся в базе, мы находимся в той единственной причине, где все проблемы возникли. 95% ученые подсчитали проблем в жизни из-за отношений с мамой. Так что мы с вами там наверху будем копаться, что ваша мама вам там что-то не купила? Нет, мы с вами внизу находимся, в основе, в базе. И поэтому нам хватит 2 часов, чтобы с этим разобраться. И потом всю жизнь, когда вы будете видеть, что у вас где-то дефицит, вы будете понимать, что этот дефицит создали вы закрыли этот поток. Это не про то, что вам надо себя сейчас поругать, просто вы будете осознавать, поток есть, изобилие существует. Просто здесь, в этом вопросе, у меня закрыт поток, и его нужно открывать. А как мы сейчас будем с вами учиться? Например, там пишут, потому что я плохая, я сама отказываюсь. Плохие новости. Готовы вдохнуть, выдохнуть? Улыбнитесь кто-нибудь про плохие новости. Вот, Ольга, давай поулыбайся плохим новостям. Юля, поулыбайся. Таня, Алина. Отлично. Плохие новости, что вы неплохая. Это ужасная новость. Потому что те, кто решил, что вы плохая, вы это решили для того, чтобы, я плохая, и поэтому буду делать то, что я хочу, я не буду делать то, что говорит мама. А кто-то решил, что я хорошая, и поэтому я буду делать то, что говорит мама, и получу все блага. Это все, и плохая, и хорошая, это ваши решения, которые помогают вам, помогли. Сегодня они уже не помогают, но они помогли вам когда-то выжить. Понятно, что я сейчас рассказываю? Все, я тварь, я гадина, я мерзавка, я такая меркантильная сволочь. Все, я просто кошмар, я ужас какой-то. Это я о себе сейчас говорю. Я ужас какой-то. Но раз я такой ужас, раз я такая меркантильная, пойду-ка я зарабатывать деньги. Я умею зарабатывать деньги с 7 лет. Точнее, я, наверное, и раньше умела. Просто вот помню, первый свой гешефт, мне было 7 лет. И с каждым годом я просто придумывала все новые способы, все новые честные способы зарабатывания денег. А в 10 лет у меня просто я выиграла джекпот. К нам пришла собачка, белочка, баллонка. Она была очень хорошая собачка, и она рожала щенков. И я не читала еще «Бравого солдата Швейка», но я продавала ее бастардов на рынке как минимум за 4 рубля, а так и по 25. И сама идея, что я плохая, просто позволила мне заниматься своей коммерцией. В семье, где не особо ценилась коммерция. Поэтому хорошая и плохая, вы можете не просто не брать во внимание. Это вы себе придумали бейджик, я плохая или я хорошая. Вам не надо искать, какая вы реально, хорошая или плохая. Это просто для того, чтобы вы могли хорошо выживать. Вы себе придумали эти бейджики. Не берите во внимание. Любовь Вселенной течет через маму ко мне, даже если мама меня не любит. Какой хороший вопрос. Спасибо тебе огромное. Любовь Вселенной течет к тебе вообще не через твою маму, а через всю Вселенную. Мама только это одна песчинка во Вселенной, и все. Вы стоите с чайной ложкой перед бедной женщиной и говорите ей: мама, дай мне любовь всей Вселенной. У нее нету. Она просто женщина. Она просто живой человек, такой же, как и вы. Просто волею судьбы она стала вашей мамой. Она не Вселенная. Но Вселенная, мироздание, божественное, у него все есть для вас. Просто перестаньте, отстебитесь от бедной женщины. Перестаньте ждать, что она вам даст. Позвольте другой части Вселенной это дать. Позвольте это сделать кому-то другому.
Это не потому, что вы, приставучая, тупая. Вы просто, я просто помогаю вам расширить сознание, чтобы вы перестали смотреть на эту женщину, как на вашу маму. Ваша мама – это, вся Вселенная, все мироздание. Хотите, божественное присутствие, если вас не шокирует. От этих пониманий реально попускает, что она точно так же, то есть для вас эта женщина ваша мама, но вы же тоже матери, многие. Поставьте мне, не знаю, там 6, у кого уже есть свои детки. И давайте признаемся себе честно, что мы, мама, ровно на 5%. Процентов 95 я просто женщина. Из этих 95, процентов 90 я девочка. Со своими комплексами, со своими желаниями, не хочу работать, не хочу убирать, не хочу готовить, хочу играться, хочу отдыхать. А мама я, 5% своей психики. Это еще так я очень сильно нам польстила. Обычно мама занимает 1-2% психики человека. Но ребенок видит меня только как маму. И мы на свою маму смотрим, у нее есть бейджик «мама». И когда она не ведет себя как мама, а когда она ведет себя как свои оставшиеся 95%, мы очень сильно удивляемся, что почему эта мама не 24 часа в сутки ведет себя как мама. Почему она хочет, чтобы ей дарили подарки? Почему? Это же она должна мне дарить подарки, она же моя мама. Почему она хочет, чтобы они заботились? Я хочу, чтобы ты обо мне все время заботилась. Когда вы понимаете, что это чудесный человек перед вами, или не чудесный, вредная, эгоистичная, разная, что она на 5% мама. Давайте еще дольем сюда масло в огонь. Когда вам исполнилось 18 лет, максимум 21, все ее материнское просто уже стало сворачиваться. И поскольку быть мамой, вы все знаете, это только отдавать, когда ребенок вырастает, там внутри кто-то перекрещивается и говорит: слава тебе, Господи, больше отдавать не нужно. Кто-то уже знает этот опыт, кто-то там внутри уже перекрестился, когда дети выросли, или хотя бы один вырос, и вдруг оказалось, что внутри что-то отключилось. Постоянная тревога, постоянное напряжение, постоянное «я должна» вдруг перешло в такой режим сна. Оно не выключается, оно переходит в режим сна. И если ребенок попадет в регресс и попросит помощи, это материнское снова начнет выкармливать, снова начнет гладить по головке, водить к врачам. То есть оно снова будет выполнять свою материнскую функцию. Но сил на это уже нету. Итак, все, что мы хотим получить от мамы, это все, что мы хотим получить от Вселенной. И если вы сейчас напишете список своих претензий и перестанете под ним писать «мама, ты мне должна», а напишите «мироздание» или «Вселенная, ты мне должна», или «Божественная мама, ты мне это должна», то ваша Божественная мама скажет «Of course», конечно. Вы просто стоите не в той организации, вы не туда пришли. Ну что, как ваше состояние? Я готова уже послушать. Можете голосом, можете писать. Можно голосом? Да. Вот ты когда сказала про пример, что девочка там билет вытягивала, у меня тоже такое было и много раз. Причем я прям так, у меня была такая стратегия в экзамены сдавать. А потом куда-то все делось. И вообще так, если подумать, много было всего хорошего в жизни. И я себя каким-то везунчиком все-таки относила. Типа я прихожу, и тут автобус должен подъехать почему-то. Да. И
Вот сначала я думала, вот реально, куда же оно все делось, а сейчас я такая понимаю, что действительно, что ли, я когда, ну вот мне 30 лет исполнилось где-то примерно там, и вот началось какие-то сильные переоценки, переосмысления жизни, и пошли вот тогда претензии к маме, и они что-то пошли у меня, пошли, и я в них так и не остановилась, и в этом вот в прошлом году они, ну в этом году, да, они вот какого-то пика наросли, причем вот какие-то воспоминания, претензии к ней, той, а жизнь так ухудшилась. Конечно. И получается, что я сама это все Организовала. начала, и вот нужно остановить это. Мы идем в прошлое и говорим, значит, ты не купила мне самокат, мне то нужна была косметика, ты мне ее не дала свою. Потом ты вообще меня оставляла дома одну, и куда-то шла там со своим женихам или шла на работу, а я сидела дома одна. Вот, ты это сделала, ты это не сделала, ты меня здесь ругала, ты мне здесь никогда хорошего слова не сказала. И мы смотрим на эту выборку. Эта выборка абсолютно нелогичная. Мы просто ее собрали, но мы смотрим только на эту выборку. И глядя на эту выборку, мы можем сделать только одно. Мы можем ее осудить. И сама цель этой выборки, осудить. Мы для этого и выбрали. И мы, не трогая эту выборку, давайте ее, пусть она хранится, достанем другую. Она могла меня не родить, но родила. Она могла оставить ребенка, который будет до меня, но она оставила меня. Это был ее выбор, это было ее решение. И я пришла в этот мир, потому что она меня выбрала. И я здесь только потому, что она меня выбрала. Она меня родила, она кормила меня грудью, она кормила меня из бутылочки, она решала мои вопросы, пока я была маленькая. У меня болел живот гарантированно, я укакивалась, уписывалась, у меня росли зубы, я не спала ночами. Я поломала кучу ее вещей, изрисовала кучу ее любимых, не знаю, там стен. Я порвала ее туфли, я расколола ее духи, косметику. Я причинила ей кучу неудобств, вреда. Из-за меня она не пошла на какое-то свидание, из-за меня она поссорилась с папой, из-за меня у нее поехала фигура и гормональный фон. Но она с этим справлялась. Она учила меня писать, ходить, может быть, учила меня плавать. Она была со мной каждый день, присутствовала в моей жизни, интересовалась, заботилась, волновалась, лечила мне горло. Я могу этот список долго рассказывать. Эта выборка бесконечная. И начинается она с пункта, который занимает 99,999,9. Она дала мне жизнь, она дала мне эту луну, она дала мне это тело, она дала мне возможность дышать этим воздухом, разговаривать с вами, она дала мне возможность прожить эту жизнь. И эта жизнь далась мне за эту цену. У меня это тело, а не другое. У меня нету, я не имею права вообще ни одной претензии высказать, потому что тело, в котором я живу, в котором живет мое сознание, моя душа, это тело делает меня живой. Я живу, потому что это тело меня бережет. Это тело принадлежит моей маме. Я взяла это тело у нее в аренду. Диана, я согласна, претензии к маме были ярко выражены, когда рождались мои дети, я от мамы вытрясла внимание, заботу, помощь, мое убеждение было должна. Осуждая маму, мы осуждаем мир. Конечно, мироздание, конечно. А как быть с этим глубоким чувством вины перед мамой? Выкинь его на помойку.
твое чувство вины перед мамой. Потому что я просто думаю, что многие из вас мамы, поэтому я как бы привожу примеры, понятные матерям. Но если кто-то, у кого нету деток, просто вспоминайте своих знакомых, мамаш, именно подруг, не родную маму, а подружек. Давайте, у кого есть дети, вы очень хорошо понимаете. Вашей маме нужно ваше чувство вины или вашей маме нужно, чтобы вы были счастливые? Правда, тупой вопрос. Понятно, это риторический вопрос. Даже если у вас еще нет детей, а они будут, или их никогда не будет в этой жизни, вы по каким-то причинам не будете мамой, но как только вы представляете себе, что у вас ребенок, единственное, что вы хотите, чтобы он был счастлив. Вы хотите, чтобы у ребенка было чувство вины? Нет. Ребенок должен вам только одно. Он должен вам быть счастливым. Но это не долг его перед вами. Это то, что вы просите у Бога. Напишите мне, сколько вам лет, сколько времени вы за мной следите, сколько вы уже со мной знакомы. Я хочу понять, насколько глубоко я могу идти, потому что я сейчас собираюсь прыгнуть в кроличью нору. Спасибо. Да, мама, как всегда, так всегда говорила, быть счастливой. У меня и перед своим ребенком чувство вины. И вашему ребенку тоже не нужно чувство вины. Выкиньте его, пожалуйста. Это очень плохой и неудобный инструмент. Если у меня чувство вины перед ребенком, то есть я как бы из чувства вины могу только делать. Но неужели вы можете готовить ему еду, одевать его в красивую одежду только из чувства вины? Неужели это единственная мотивация, которая вам доступна? Подумайте о своем ребенке, в каком он состоянии живет ужасненьком, когда вы все делаете из чувства вины. Вместо великой, могущественной мамы у него какое-то жалкое подобие прислуги. Ужасно. Мама и папа – это великие люди. Они были и есть великими, потому что они вас сотворили, это ваши создатели. 18 лет слежу, пару месяцев. Эта девушка пишет. Карина. Очень хочу идти настолько глубоко, насколько возможно. Алена пишет. Мне 32. Слежу за выпусками на Ютубе полгода. Начинала с бесплатного про маму. Прекрасно. Буду потихоньку зачитывать. Мама и папа полностью нас сформировали. Мама – это ваше божественное. Вот эта замечательная женщина, простая, которая занималась сексом, которая, может быть, не хотела никакого ребенка, в тот момент, когда в ней появились вы сотворили ее богоподобной. То есть я обыкновенная женщина. Я занимаюсь сексом, мне хорошо с моим мужчиной, с моим мужем. Но в тот момент, когда произошло оплодотворение, я почувствовала себя совершенно невообразимым образом. Я вдруг почувствовала какую-то невероятную ответственность. Я почувствовала невероятную силу, невероятное священное переживание. Потому что ребенок, который во мне зачался, сделал меня мамой. Мама и папа сотворили ребенка, а ребенок сотворил маму и папу. Это взаимообразный процесс. И когда я чувствую себя мамой, я переживаю свое богоподобие. И это не я, Диана, утверждаю. Это любой человек, когда чувствует себя родителем, он переживает себя творцом, богоподобным. И когда вы так смотрите на свою маму, что ваша мама Богородица, потому что она родила маленького Бога. Итак, 44, 47. Прекрасно. Что скажете?
Вы почувствовали священность этого процесса? Мне 45, нашла вас на Ютубе уже несколько месяцев. Спасибо за материалы для спонсоров. Я сделала все возможное, открытые практики. Рада быть здесь. Прекрасно. Я очень рада, что вы готовы идти глубоко. Очень рада. Что скажете? Что вы сейчас чувствуете? Что с вами? Это простая женщина. Это земная женщина. Благодаря тому, что стала мамой, она переживает богоподобие. И если у нее много детей, у нее много опытов богоподобия. И когда вы смотрите на свою маму с любовью, вы можете не любить свою маму. Ребенку не нужно любить свою маму. Это не обязательно. Мама ничего с вами сделать не может. Она вас все равно любит. Даже если не любит. Потому что этот поток, он не выключается. Много вопросов, которые пока только формируются. Мурашки по всему телу, предвкушение тотальной любви и мудрости. Посмотрите на свою маму, как на Бога, как на Богородицу. С любовью, с благодарностью за тот подвиг, за тот труд, за те усилия, которые она приложила. И теперь давайте, особенно те, у кого уже есть дети, осознайте, что мамина душа всегда стоит на коленях перед Богом и молится за вас. В душе у мамы нету ничего, кроме любви к вам. Та ее часть, которая материнская, преисполнена вот этим потрясающим восторгом от того, что вы есть, от того, что вы ее ребенок, вы ее дочка или сын. Вы самый лучший на свете ребенок. Вы самое божественное существо, потому что она переживает бесконечно переживает этот невероятный опыт сотворения, совместного творения. Она стала частью Бога, она пережила этот опыт. И она переживает этот опыт все время. Там внутри этот опыт никогда не заканчивается. В тот момент, когда она стала мамой, она получила бессмертие. И посмотрите на нее с любовью. Посмотрите на нее с благодарностью. В этот материальный мир ты пришла через нее. И ты всегда будешь смотреть на этот мир ее глазами. Вот этими реальными глазами. С ресничками, бровями, с белками, с радужкой. Весь этот материальный мир она подарила тебе, пригласив тебя сюда. Она хотела, хочет и всегда будет хотеть, чтобы ты была счастлива. Это единственное существо во Вселенной, которое за тебя, даже когда ты сама против себя. Она больше, чем ты, хочет, чтобы ты жила счастливо. Она, как человек, миллион раз может быть не права. Она, как женщина, устаревшая программа. Она 13-й iPhone, а ты 14-й. Но как мама, через нее в тебя течет благословение. Живи. Живи, дочка, живи, девочка. Я люблю тебя.
Я благословляю тебя на роскошь, на богатство, на счастливую семейную жизнь, на женское счастье. Если ты мужчина, я благословляю тебя на мужское счастье. Я не хочу, чтобы ты переживал или переживала какие-то невзгоды, какие-то приключения. А я хочу, чтобы ты жила просто хорошую, правильную жизнь. Правильную — это где у тебя все хорошо. И сейчас, когда вы слышите эту материнскую молитву, особенно те, у кого уже есть дети, вы понимаете, какая она одинаковая у всех мам. Это одна и та же молитва. Мы просто миллиард голосов одной божественной мамы. И на 1% или на 5% твоя мама — вот эта самая божественная мама. И вот этим своим взглядом, этим своим ракурсом она всегда повернута к тебе как к ребенку. Она может ревновать тебя как женщина, она может иметь другие вкусы, другие взгляды, она может иметь другие вкусы, она гарантированно имеет другие вкусы. Может, она любит другую музыку, и ей вообще непонятно, как ты можешь любить этих исполнителей или одеваться в эту одежду. Как женщина, как человек, как житель своей страны, она может быть непонятна тебе. Но как твоя мама, она молится за тебя всегда. Я не знаю, с кем у тебя не складываются отношения. С самой собой, с партнером, с мужчинами, с детьми, с родителями. Но курс «Гармоничные отношения», он для тех людей, кто хочет наладить эти отношения, кто хочет исцелить эту боль, убрать это напряжение, убрать это непроходящее ощущение отчужденности, напряжения, которое есть внутри, одиночества. Задача этого курса — показать вам, как связаны ваши отношения друг с другом и, главное, исцелить их. На каждом вебинаре, а их 8 или 9, я даю один ключ. Один ключ про исцеление отношений с мамой. И это позволяет исцелить отношения с женщинами, исцеление отношений с папой. И это позволяет увидеть, как уходит напряжение с мужем или мужчинами. Мы исцеляем отношения с собой, с детьми, с партнером, со знаковыми для нас людьми. И каждый вебинар, каждое занятие — это освобождение. Мало того, на курсе у нас даже есть такие темы, как отношения с целями и отношения с мирозданием. И пройдя эти два занятия, вы будете видеть, во-первых, как они связаны с предыдущими, и вы будете на шаг впереди, понимая, куда вы идете и вообще как устроена ваша жизнь. Гармоничные отношения — это огромное исцеление вашей души. Я провожу этот курс уже 4 года, и люди получают освобождение, и я горжусь этим. Вы можете сказать: но я знаю мам, которые проклинают своих детей. Это не мама, это боль, которая есть в этой женщине. Это маленький травмированный внутренний ребенок. Мама внутри нас — это всегда божественная. Закройте сейчас глаза. Позвольте себе осознать эту истину, что поток
всегда принадлежит вам. Источник жизни. Он состоит из источника папы и источника мамы. Он смешан в единый поток. И сейчас мы с вами прочищаем, убираем камни, которые мы заложили этот поток. Нельзя быть более счастливой, чем мама, мы сказали. Мама тут расстроится, мама здесь обидится. Нельзя быть такой красивой, нельзя быть лучше, чем мама. Мама плохая, мама мне не додала. Обиды, претензии, лояльность – все это закрыли поток. Увидьте его. Увидьте его как источник, который бьет из земли. И уберите камни. Может быть, он у вас замерз, покрыт корочкой льда или забросан мусором. Уберите. Уберите все, пока источник не потечет в вас, в первую очередь в ваше тело. И позвольте в своем сердце выразить маме благодарность. Признайтесь маме в любви, в благодарности за то, что ты живешь, за то, что у тебя есть тело. Спасибо, мама, за то, что живу. Спасибо за то, что в этом теле. Погладьте свое тело, осознавая, что эта мама построила и строит это тело из клеточек своего тела. Позвольте себе осознать, что все это священно, что все это божественная мама. Вся Вселенная, все мироздание, великое женское начало, которое выполнило просьбу мужского начала, которое задумало вас, а она воплотила. Как она красиво все сделала, как хорошо дышится, как хорошо смотрится, как сладко спится, как чудесно просыпается. В мире, которое построило женское начало. Почувствуйте, что вы тоже женское начало, что вы тоже создаете красоту в своем доме. Вам все время хочется навести дома порядок, уют. Не только в квартире, но в своем городе, на своей земле. Вы не можете оставаться равнодушной.
Тебе не нужно ничто заслуживать. Твой источник принадлежит тебе по праву. Это твоя базовая модель, это только тебе, только твое. Ты можешь быть ужасным человеком или прекрасным человеком. Твой источник всегда твой. На 100%. И я сейчас, с вашего позволения, открою этот источник, дочищу его. Просто разрешите себе ощущать, как он начинает вливаться в тело, в сознание, в душу. Вы можете быть просто исчадием ада. Вы можете быть чертом или дьяволом. Мама вас любит. Ей все равно, плохой вы человек или хороший. Она желает вам счастья. Она вас любит. Она вас благословляет и защищает. И как любая мама, она хочет за вас сделать все. Она хочет вас накормить. Она сама завязывает вам шнурки. Она не хочет вас ничему учить. Она просто хочет, чтобы ребенок был счастлив. Ей все равно. Вы для нее красавица или красавец. Вы для нее самый лучший. И первое место всегда ваше. В ее рейтинге первое место всегда ваше. И ты никогда не бываешь одна. Ты никогда не бываешь сама. Ты никогда не бываешь одинокой. У тебя всегда есть мама. Она живет внутри тебя. Она живет снаружи. Она живет и на улице Герцена 5, квартира 6, где живет твоя мама. И она живет во всем мироздании. И она проявляется через еду, через события, через погоду, через деньги, через вещи, через хорошие отношения других людей к тебе. Она всегда проявляется, всегда с тобой. Домик, в котором ты живешь, это животик твоей мамы. Кровать, в которой ты спишь. Тело, в котором ты живешь. Еда, которую ты ешь. Посуда, которой ты пользуешься. Все это служит тебе. Сложите руки на груди и выразите благодарность этой прекрасной женщине. И выразите благодарность божественной маме. Земному и божественному выразите благодарность.
И вдохните воздух, и на выдохе откройте глаза. Напишите мне, как вы. Расскажите, как ваши дела. Я вижу, что вы плакали. Полегчало, стало проще жить и понимать. Это Карина пишет. Как перерождение. Внутри стало тихо и спокойно. Ёлка пишет мне в личное. Пиши, можешь писать в общее, в чат. Все, больше со мной никто не переписывается. Все хорошо, спокойствие. Яна пишет. Елена, сначала было сопротивление, но ты прочистила источник и полился свет и любовь. Да. Яна пишет, гармония внутри. Юлия пишет, полегчало, словами трудно выразить. Да, это такое переживание благодати. Я еще читаю, что есть покой, Алина пишет, и умиротворение. Есть впечатление, что все будет хорошо. Давайте немножечко сюда поговорим, посмотрим в этом направлении. Знаете, что мне хочется? Чтобы вы себя сейчас поощущали. Вот. Что изменилось в отношении вас и тела? Насколько вам хорошо живется в вашем теле? Насколько вы чувствуете, что тело о вас заботится, что тело вас защищает, что тело исполняет ваши желания? Желания вашей души. Что когда на душе тревожно, вам хочется что-то погрызть. То есть и так вы осознаете, что вы тревожитесь. То есть если у вас нет контакта со своими чувствами, тело рассказывает вам, что у вас стресс или что с вами все в порядке. Такой хороший друг у нас есть с вами, который подарила нам наша мама. Что скажете? Вот мне очень интересно, что, Ольга, ты скажешь? С телом у меня есть контакт, да, я все время ощущаю, чувствую, как оно реагирует на те или иные ситуации в жизни. Вот. И сейчас во время практики вот с вами у меня прям очень сильно была тяжесть в стопах почему-то. Вот прям вот я их настолько сильно ощущала. Вот. Но, видимо, вот что-то изнутри вот поднялось в отношениях с мамой. А сейчас где эта тяжесть? Она, после того, как мы закончили, она как-то растворилась и легко стало. А вот как сейчас у тебя с телом? Хорошо. Хорошо, это не ответ. То есть я хочу, чтобы вы позволили себе наблюдать за тем, что что-то очень мягко, но тумблер перевернулся. Смотрите, поскольку мы только начали учиться,
мы будем переключать тумблер. То есть вас прежней нету, есть вы новая. И в этой «я новая» вы можете сделать только одно — осознать, что изменилось. Мы не так, знаете, мягко, плавно, незаметно. Мы мягко, плавно, незаметно делаем трансформацию. Но на каждом занятии будет момент переключения тумблера, когда меня прежней нету. Вот сейчас понаблюдайте, пожалуйста, послушайте, а что у меня к маме? Вообще, мама у меня это один человек? Или я все-таки стала видеть, что мама это весь мир? А мои претензии, которые я вешала на одного человека, или обиды, а что с ними? Это не означает, то есть что такое претензия? Это не означает, я всем довольна. Я, может быть, чем-то недовольна. Но когда вы эти претензии свои осознаете, там, мама, ты не дала мне, не знаю, я не такая культурная, я не такая образованная, я, не знаю, не читаю поэзию, или я не умею зарабатывать себе на жизнь. Мама, я из-за тебя не знаю, не люблю готовить. То есть у нас есть претензии к маме. Но когда мы эти претензии сейчас можем повторить, что с ними? Они остались прежними? Или мы произносим их вслух, и они, как пузырьки шампанского, начинают лопаться? Эти претензии составляли такую большую часть нашей жизни, потому что были направлены на одного человека, который не может нам помочь. Но если я с очень большой любовью эти претензии выкладываю миру и говорю: мир, мне так нужна помощь, мама, помоги. У меня, знаете, сын в детстве придумал 2 слова. Он говорил: мама, помоги, и папе говорил: папа, попоги. И вот это момент, когда мы говорим: мама, помоги. У меня вот тут не работает, 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 тут не работает. Но когда весь мир — это моя божественная мама, и у меня, такая мама, как вам жить, когда у вас такая мама? И когда вы рожаете детей, то вы часть вот этой такой мамы. Это не вы выращиваете этих детей, не на вас эта ответственность, она лежит на ней. И она с этим великолепно умеет справляться. У нее бесконечный доступ к ресурсам. Да, претензии стали как космос. Мама сегодня не закончится. У претензий нет силы уже. Понятно, что я сама ответственна за свои неудачи, чувствую, жертвы растворяются. В теле стало приятнее, мягче как-то, и к маме больше благодарности. Мы с вами сейчас откроем мы с вами сегодня откроем, что мама дает. Если вы обращаетесь в нужную инстанцию, то есть почему так много претензий, почему так много вопросов? Потому что мы просили кого-то очень большого, могущественного. Почему было так, почему невозможно было у нее получить? Потому что мы пытались у живого человека это получить, а у нее нету. И она не должна нам это, эта часть не просто должна, она хочет нам дать. Приглашаю тебя на свои бесплатные еженедельные прямые эфиры здесь, на YouTube-канале. Каждый четверг в 12:00 я провожу эфир на тему, которую вы задаете в комментариях. Делаем какие-то практики, отвечаю на ваши вопросы в чате. Это абсолютно практическая тема, которая нужна для жизни. Давайте сделаем еще один шаг. И здесь у меня есть клиентка, ее зовут Таня, с невыносимо произносимой фамилией. Я не могу проговорить твою фамилию. Танюш, прости меня, пожалуйста. Вот. Она у меня Таня из Мюнхена. Если ты сейчас произнесешь вслух свою фамилию, я постараюсь ее
произнести за тобой. Готова? Включай. Я знаю, что ты была удивлена, это подарок тебе, да. У нас есть очень опытный куратор нашего процесса Алла Силкина. Силкина Фишер. Очень любимый мной человек, и вы будете с ней выполнять домашние задания. Она вас очень хорошо будет проводить через эти домашние задания. У нее огромный опыт. Так, Танюш, вижу тебя хорошо. Слышно меня хорошо? Да. Нас хорошо слышно, девочки? Прекрасно. Танюш, выставляй вот так ладошки, а вы, дорогие девочки, положите Тане в ладошки саму себя, свой дубль. Ну, такую себя маленькую, пумс, и туда. Да. И ладошки у Тани становятся тяжелыми. Очень хорошо. О, тяжелые. И в центр груди помести всех девочек. Закрывайте все глаза. И почувствуйте, что вы в центре своего мира. Твоя жизнь принадлежит тебе. И ты втягиваешь, впускаешь в себя энергию жизни. Как прекрасный, невероятный поток. Как свет, как любовь, как наслаждение, как изобилие. Как дружба, как благодарность. Всеми качествами. И просто позволь себе осознавать, что твоя мама, твоя божественная мама, она желает всего своему ребенку. Это так просто понять любой женщине, потому что независимо от того, есть у нас уже дети или нет, мы точно знаем, что я желаю своему ребенку быть красивым и долгие лета, и счастливой жизни, и быть сильным, и быть здоровым, и быть умной, и иметь счастливую долю. Быть благодарной, быть здоровой психологически. И просто позволяй себе чувствовать, что происходит с тобой, когда все эти благословения льются в тебя. Как это чувствовать, что тебя любят? Запоминайте это ощущение, возвращайте его себе.
Позволь себе наблюдать, чувствовать, ощущать, как растворяются твои боли, страхи, убеждение, что мама не любит, что мама плохая, что или я плохая, что любовь надо заслуживать, или что любовь мне недоступна. Любовь везде, повсюду. Она как воздух, как вода проникает в любое отверстие, в любую щель. Она пользуется любой возможностью, чтобы проникнуть в нас. Она стачивает толстенные стены нашей тюрьмы, где мы закрылись от любви. Как каждая мама, любовь настойчива. Проникает, чтобы ты взяла ее. И когда ты ее берешь, вы становитесь с мамой одним целым. И тогда рождается благодарность, покой, изобилие. Позволь себе полностью раствориться и стать такой же любовью, какой ты сейчас ощущаешь свою божественную маму. И когда ты впускаешь, твоей реальной маме становится легче. Фух. И ты можешь взять любую сферу своей жизни, где сегодня у тебя есть напряжение, неудовлетворенность, где ты себя не любишь. И поставь вот эту себя или стань этой частью. И наблюдай, что будет с тобой, когда сюда заполняется любовь, когда сюда заходит любовь.
Поговори со своей божественной мамой. Скажи, что вот здесь у меня никак не получается, здесь не происходит. Я прошу изменений или я прошу, чтобы что-то здесь случилось, а здесь нету изменений, нет твоего благословения, наверное, мама. Мне нужна здесь помощь, помоги. Помоги. Хорошо. Выразите благодарность своей родной маме, божественной маме. Посмотрите, какой счастливой сейчас становится ваша родная мама. Какое облегчение она получила, когда вы направили свои чаяния, свое внимание не на нее. Она и так молится за вас. Но теперь вы направили свое внимание, свой фокус, свои просьбы тому вечному, тому прекрасному, что создало вас. Вдохните воздух поглубже и на выдохе откройте глаза. Я буду ждать ваши сообщения в чате, а ты, Танюша, расскажи мне про свой опыт. Как ты? Ну, такое чувство, что вот любовь, она прямо течет отовсюду, да, в тебя, как поток такой. И был момент, когда ты сказала, что я тоже становлюсь мамой, божественная мама. Меня слышно, да? И у меня почему-то появилось представление, да, вот, что у меня мама лежит сейчас, умирает. И я ей стала, и в какой-то момент, ну, был один момент, когда опять такая боль поднялась немножко. А потом, когда вот это вот я стала ей, да, все это так стало хорошо, спокойно. И ну, я просто почувствовала, что там ничего страшного нету, что там все хорошо, что так оно должно быть, что мама уже наполовину в тонком теле, что там все прекрасно, да. И когда вот проблемная зона, да, тоже вот прорабатывали, там прямо поток такой шел вокруг меня, да, и как бы все, как будто Вселенная все самоустраивает. И да, было очень много энергии налилось. Да. Очень много любви. Спасибо большое. Да. Спасибо. Как зовут твою маму? Надя. Надя. Она боится смерти, не ты. Ей страшно. Она не понимает, что с ней будет. Она боится, что ее не будет. Знаешь, что она исчезнет, растворится. И я сейчас растворила ее страх.
Там такая черная энергия есть, она какая-то кармическая, знаешь, когда она уже много раз плохо умирала, без осознаний. И я вот это все темное направляю, наполняю светом, любовью. И поскольку мама это не брала, не могла взять эту темноту, это ее и не отпускала, не давала умереть, и держала больной. То есть, и ты начала уже это на себя набирать, чтобы ее отпустить. И сейчас все, что ты взяла, все, что мама на себя взяла, такие, знаешь, обещания. Она обещала, что в следующий раз я буду умирать хорошо. Но в следующий раз я буду умирать правильно. Она уже так пару раз обещала. И сейчас все эти обещания никому не нужны. Они уходят. И тебе сейчас становится легче. Правильно? Угу. Да, у тебя такая прямо тяжесть с тела, со спины ушла. И вот оно все уходит, и никому не нужно. Никому не нужно переживать какую-то осознанную смерть. Это не обязательно. Это ты, если захочешь осознавать этот процесс. А простым людям это совершенно не нужно. Им нужно просто красиво, легко, знаешь, с легкостью на сердце уйти в следующее путешествие. Угу. Я вот тестила, и тоже это напряжение у мамы и у тебя убрала. У мамы я уже убрала, сейчас у тебя убираю. И все. Легко стало, да. Много света. Спасибо большое. Спасибо. Она может быть, потому что мы так поработали, она может быть быстрее уйдет. То есть посмотри, чтобы у тебя все было готово. Потому что она может прямо очень быстро уйти теперь. Ее больше ничего не держит, и у нее нет страдания. А там очень много света сейчас вокруг нее, она очень хорошая. Почитаю. Алина пишет: много-много слез, нежности, успокоения в той части, где «Призовите божественную маму в проблемную область», увидела себя на руках у мамы, у божественной мамы у меня укачивали. Маша пишет: увидела свою проблемную зону совсем иначе, больше освобождения, ясной ситуации, чувствую исцеление в этой зоне, свет, солнце, радость. Чудесно. Что там еще кто-то писал? Отличный опыт. Божественная мама меня как будто слышит, но говорит, что еще рано, еще не время. Я не понимаю, чего она ждет. Я уверена, что она даст, но не понимаю, почему не сейчас. Ты ее продолжай просить. Даже если она говорит не сейчас, мы можем все равно просить. Хорошо. Давайте еще выпусти все эти дубли из своего сердца, выпусти девчонок. И вы в себя погружаете эту свою часть, которая путешествовали все вместе. Домашнее задание. У нас будет такое: вы будете, например, вот возьмем кого-то, вот Карину. Танюш, я тебя. Мы берем Карину. Ты можешь говорить? Да, могу. Я хочу вам, чтобы вы в этой работе пережили очень красивый опыт, что значит, когда вы благодарны и любите свою божественную маму, что она при этом чувствует и что она не может вам отказать. И я назначаю, Карина, тебя своей божественной мамой.
Когда я говорю божественная мама, я не исключаю, я не ставлю свою родную маму отдельно. Просто моя мама — это частичка этой божественной мамы. И вот я назначаю тебя своей божественной мамой. И я подожду несколько минут, там даже секунд, пока этот поток в тебя нальется. Этот поток живет во мне. Но сейчас я, как в расстановках, сделала Карину заместителем. И я спрашиваю тебя, а что ты чувствуешь, когда ты моя божественная мама? Я чувствую, что хочу для тебя лучшего, что я могу дать тебе больше сил, больше возможностей, и что я хочу, чтобы ты развивалась, и в моих силах сделать все возможное для того, чтобы помочь тебе в этом. Я тебя прошу об этом, моя дорогая и любимая божественная мама. Я тебя люблю очень. Я тобой восхищаюсь. Ты моя ролевая модель. Ты лучшее, что я знаю в жизни. Ты прекрасна, как и божественный папа. Я тебя очень-очень люблю и благодарю. Это ДЗ для пары. Вы можете делать это индивидуально, сами собой, но лучше делайте в паре, потому что вы получите очень большой результат. Мы очень заинтересованы в ваших результатах, поэтому мы всегда будем спрашивать, сделали ли вы домашнее задание. Теперь, когда я тебя поблагодарила, что ты чувствуешь? Я чувствую, опять же, свою значимость в твоей жизни. Я чувствую, что мою помощь ценят, и на основе этой благодарности твоей, которую ты мне выразила, я хочу дать тебе еще побольше. А ты стала больше размером? Да. И такое прям свечение, как будто бы вокруг меня. Я прям такая... Когда я смотрю на тебя, я тобой любуюсь. Ты красавица. Ты такая благородная, ты такая красивая, статная, великая, могущественная. Ты наделена такими невероятными достоинствами. В тебе столько доброты, сострадания, столько любви к другим, столько мудрости, справедливости. Ты такая щедрая, богатая женщина. Я просто в восторге от тебя. И когда вы наделяете свою божественную маму этими качествами, не удивляйтесь, что эти качества появятся и у вас. Как ты себя сейчас чувствуешь? Я очень благодарна тебе за этот опыт. Очень рада была побыть твоей божественной мамой эти несколько минут. Это, я думаю, запомнится мне еще надолго. Прекрасно. Спасибо, Дианочка. Снимаю. Вы можете назначить заместителя своей божественной мамой и выразить благодарность, поговорить с ней, получить от нее обратную связь, как она к вам относится, и рассказать ей: ты знаешь, вот у меня есть такая проблема, и такая, мамочка, проблема, и такая, и вот здесь мне так нужна здесь помощь твоя. Мне так здесь тебя не хватает. Мне не хватает здесь силы и решительности. Мне не хватает, не знаю, я не понимаю, что мне нужно делать. А я хочу, чтобы оно сделалось само. Я не хочу сама прикладывать сюда усилия. Пожалуйста, сделай это за меня, если можешь. Очень тебя прошу. И она вам будет отвечать. И вы будете испытывать очень много новых чувств. Вы будете понимать и ощущать, и чувствовать, что этот контакт в этом месте, где раньше было сухо и глухо, в этом месте появилась энергия, в этом месте появился контакт. Вы в этой точке не одна. Вы со своей проблемой больше не один на один с миром. Теперь мир вам помогает. Поставьте от 1 до 100 оценочки нашему сегодняшнему занятию и поделитесь в чате инсайтом.
одной мыслью, с которой вы уходите с этого занятия. Одна идея, одна мысль. Это то, что мы будем коллекционировать. Инсайт, который меняет мое мировоззрение. Мысль, которая поменяла мое отношение к себе и к миру. Хочу добавить, что уверена, что могу с легкостью помочь другим в этом состоянии. Буду рада помочь и другим. Да, когда вы переживете опыт, что такое быть божественной мамой для другого, ваша способность помогать другим людям вырастет в 1000 раз. Вы будете переживать этот опыт вместе. То есть, например, я побыла Дианой, а Карина была моей божественной мамой. И номер 15 минут мы занимались мной, а потом мы поменялись местами. И Карина назначила меня своей божественной мамой. Ой, как приятно мне побыть твоей будет божественной мамой. И я переживу этот невероятный опыт. Как вам это? Это чудесное удовольствие на всю неделю. Моя мама больше, чем моя физическая мама. Я любима, я не одна. Обо мне заботится, окружена нежной заботой. Поняла, что поток любви не зависит от мамы. Он мой навсегда и везде. Любовь всегда течет ко мне, только от меня зависит, принимаю я ее или нет. И это очень важный инсайт. Браво! Браво, мои хорошие! Спасибо, что вы так глубоко дошли со мной до самого конца этого путешествия. Я очень довольна нашей группой. Встретимся в чате. Прощение мамы и претензий к ней, прощение себя за это очень важно. Нашла свой поток. Благодарю. Ну что, любимая? Встретимся в чате. Я буду отвечать на ваши вопросы в чате. Я буду читать все ваши инсайты. Пишите, знакомьтесь друг с другом, общайтесь. Чат — это для того, чтобы мы с вами усилили наш опыт. Потому что когда что-то произошло с кем-то, и вы поделились, это все получили. Если весь мир — это мама, а мама — это любовь, значит, весь мир — любовь. Прекрасно. Обнимаю вас. Кто хочет, чтобы ваша обратная связь использовалась для нашей рекламы, кто хочет, кто может себе это позволить, вы можете поднять руку и выступить. А другие, кто не хочет, можете написать просто в чат свой инсайт. Я очень хочу, но внешний вид мне не позволяет этого. Если только голос, то я очень хочу выступить. Пожалуйста. Но, во-первых, вы были правы, что мы влюбимся в девочек. Вы на первом занятии так и говорили, что девочек влюбимся. Я в всех девочек влюбилась, ну прям безумно. И те, что в ВИПе, и те, что не в ВИПе. Мы такие все родненькие стали, я не могу. Это первое, что запомнилось. Второе, это то, как вы к нам относитесь. Ну прям... Мама, я не скажу, прям такая хорошая, умная, добрая воспитательница, вот так. Ну, любовь к вам – это вообще безумная такая. Я очень сильно поменяла свое мировоззрение по поводу старших и взрослых женщин. У меня тоже были свои запреты. Ну и третье – желание идти дальше и двигаться, развиваться. Я поняла, в чем мои минусы, поняла много работы. В общем, безумное спасибо. Это было здорово, круто и хочу еще. Супер, спасибо большое.
Спасибо, что так много взяла. Я очень благодарна тебе. Прекрасный отзыв. Просто, особенно про девочек. Это спасибо. Да, девчонки, кто еще? Можно я скажу? Конечно. Для меня этот коучинг о многом, но в общем, наверное, я стала целостней, любить себя стало больше, произошел порядок в голове. Я очень признательна тому, что я испытала ощущение ВИПа на 100%. Это такое крутое чувство, когда ты выбираешь, что ты ценность. Мне нравилось, когда мне присылали сообщения, когда делали мои разборы. Я просто балдею от випового пакета. И я, если иду в следующий коучинг, я опять выбираю VIP. Это незабываемое для меня ощущение. Спасибо, что открыли такую возможность. Это очень здорово. Ну, а то, что я получила на этом коучинге, это просто бесценно. Вот у меня прям душа расширяется и вот прям вот до слез. Глубина очень большая. На долгие месяцы хватит переработать. Благодарю тебя, Диана. Спасибо. Спасибо. Можно я скажу? Да, конечно. Диана, у меня к тебе очень-очень много любви. Я когда была в Мюнхене, я уже не знала, как тебя обнимать, с какой стороны подходить. Настолько вот я искренне люблю тебя и уважаю как женщину, как мастера. И я очень, как сказать, я радуюсь, что у меня есть возможность учиться именно у тебя, у такого мастера. Я когда была на сексуальности, это была одна энергия. Там очень вкусно, там это совсем два разные коучинга, но КО — это именно про такую глубину, про внутренний мир и внешний, и те инструменты, которые ты даешь, они применимы в повседневной жизни. То есть я уже сразу понимаю, ага, вот здесь это, а вот здесь так, а вот там вот так надо поступить. И я пришла к тебе с запросом про замужество, но на самом деле я увидела совсем другую картину, и почему вот я не вышла до сих пор замуж. И ты показала мне, почему вот это именно так, почему я выбираю страдать. И этот вопрос решился. Решился не то, что я вышла замуж, а решился именно вопрос, что я перестала страдать по этому поводу. И это даже лучше, чем вот я могла себе представить. Я тебе настолько благодарна за это поле, за этих прекрасных женщин, за тебя как мастера. И особенно я благодарна себе, в том числе, за то, что я пошла именно на VIP. Как сказала Катя, это VIP — это другой уровень, и я рада, что я выбрала именно этот пакет, ту ценность, которую ты дала, обратную связь, работа с тобой, куратор, это просто намного ценнее той цены, которую мы платим за коучинг, за VIP. Благодарю тебя от всего сердца. Спасибо большое. Спасибо. Вы трогаете меня своими словами. Можно? Да. Ой, спасибо большое. У меня такая большая благодарность, такая сильная благодарность, что я просто не могу. Тут в Тбилиси я всем девочкам о вас говорю. И уже меня терпят еле-еле, но из-за благодарности, из-за того, что вы дали мне такой инсайт, и еще вы дали, знаете, что очень трудные инсайты дали, которые мне помогли глубже посмотреть в себя. Вот, и мне нужно было посмотреть глубже в себя и вот, проработать вещи. И я для себя нашла много ответов, много чего проработала. И есть еще над чем работать. И очень хороший сегодня был инсайт. Вот. И я знаю, я уже с Настей говорила, что про сексуальность у вас есть. Я иду туда.
Это следующий шаг. Невозможно пропустить этот ваш коучинг. И мне интересно, уже интересно, какая версия Фатимы будет. Вот. То, что было в сентябре или в октябре, когда мы начали, я не помню. Это абсолютно другой человек, и я благодарна вам за это. Девочкам я благодарна. И жду новые встречи с вами. Спасибо вам. Целую. Спасибо, родная. Спасибо, что досмотрела это видео до конца. Подписывайся на мой канал. Здесь все время выходит что-то новое, интересное. И каждый четверг я провожу прямой эфир, где ты можешь задавать свои вопросы. Каждый раз это какая-то новая интересная тема, которая будет очень полезна для тебя и для других.